Всем доброго времени суток, друзья! Я вновь рада вас видеть на своем маленьком канале. Все время это подчеркиваю, потому что для меня мой канал, конечно же, маленький, но он обрастает такими людьми, которые со мной на одной волне, которые любят те же вещи, которые любят разную кулинарию, которые любят Турцию, которые любят историю. И так много вещей нас объединяет. И мне кажется, это самое важное. Не важно, сколько нас, а важно, в каком качестве мы. И что мы заодно, и что нам интересно вместе. И поэтому я хочу поблагодарить вас всех и каждого за ваши чудесные комментарии, за ваши теплые слова в адрес моего канала, моих видео, в адрес меня. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши подписки. Это очень важно, и это очень помогает расти каналу. Потому что алгоритмы YouTube работают именно так, они обращают большое внимание на комментарии, в общем-то, на диалоги и т.д. и т.п. В общем, огромное вам спасибо от сердца. Я сижу на своем любимом балконе, маленьком, уютном, но таком зеленом. Мой маленький оазис. У меня, как всегда, любимый напиток. Время холодных напитков. Здесь у меня айс американо, и я добавляю кусочек лайма. Самый мой любимый аромат, и поэтому мне вот так напоминает лето. У меня дует немножко прохладный ветерок, хотя сегодня очень жаркий день, плюс 30. И именно отсюда мне захотелось написать это вступление, пролог. Наше видео будет, которое вы смотрите, будет состоять из множества разных вещей, такое ассорти. Будет 2 рецепта. Будет 2 сладких рецепта, будет 1 интересный десерт-закуска с фруктами и с сыром, голубой плесенью, и, в общем, можно заменить на горгонзолу, но это вы все увидите далее. А другой рецепт будет замечательный пирог, очень простой в приготовлении, тоже со свежими фруктами, так как сейчас лето, самое время использовать их по максимуму. Также будет прогулка на винтажный базар, который я просто обожаю. И при любой возможности туда бегу. Я покажу, как он выглядит, где он находится, что он из себя представляет, что я купила на этом базаре. Не так много, но все же замечательные маленькие вещички, какие-то украшения, бижутерия. Я знаю, что очень многие любят это. Не бижутерия, а, конечно же, походы по базарам винтажным. Будет и обычный рынок немножко, где я покупаю вкусные продукты, овощи и фрукты. А еще наверное, неделю назад, или 1,5, или 2 недели уже назад, так время несется, я не успеваю за ним. Моя дочь выпустилась из школы, и лицей проводил замечательное мероприятие, где они подкидывали треуголки в небо. В общем, где была такая небольшая интересная программа. Все это было так как-то торжественно, так душевно. В общем, я даже прослезилась, как мама ребенка. И сейчас мы усиленно готовимся к экзаменам на следующей неделе. Да не на следующую, в эту субботу уже будут экзамены, самые важные для поступления в университет. Потом она будет дальше все лето готовиться, и в августе уже будут экзамены в самом университете. Но она у меня художница, поэтому экзамен в университете будет именно по арт-направлению, рисования, а здесь будет по наукам. И он самый сложный и самый важный. То есть все зависит от того, как она сдаст математику и турецкий язык. Что очень сложно, потому что мы иммигранты. Турецкий язык не наш родной. И, конечно, он дается сложно. Ну вот, в общем-то, я рассказала, из чего будет состоять видео. Поблагодарила. Хотела еще кучу всего рассказать, но как-то все вылетело из головы. Видимо, буду это делать по наитию, чтобы это как река. Чистой души от чистого сердца. Желаю вам приятного просмотра и до встречи в следующем видео, где вас уже ждут несколько готовых рецептов, и, скорее всего, будет прогулка в интересный район, исторический, в Стамбуле. Сейчас еще не такая адская жара, как будет в июле и в августе. Июнь месяц теплый, жаркий, но достаточно комфортный. Иногда бывают дождики, иногда бывают ветерочки. Я очень люблю этот месяц, и надо, конечно, поймать эти моменты и успеть гулять где-то, пока еще мы не сошли с ума от жарких дней. Потому что, конечно же, жара в Стамбуле очень, очень испепеляющая и достаточно сложно. Слава богу, здесь есть рядышком море,
мраморное, Босфор, что дает, конечно, и влажность, и в то же время и свежесть какую-то, морские бризы часто здесь. Вот. Так что поехали! Доброе утро, мои дорогие друзья, мои милые люди. Я топаю с утренней ранней прогулки, пробежки. Сегодня без пробежки, просто прогулка быстрым шагом. Потом передышка у моря с кофеечком в руках. И дальше топаю я в сторону базара одного. Мне не хватило на этой неделе салатов свежих. Хочу купить какие-то салаты, может быть, вкусные фрукты. Потом зайду в пекарню, куплю свежие семиты. Может быть, цветы какие-то красивые найду. Ромашки, что-то простое, такое душевное. И пойду домой заниматься делами и делать новое видео на канал, которое вот вы сейчас смотрите. Накопилось много материала, много рецептов, поэтому... Привет! Давайте сегодня с вами приготовим что-нибудь сладкое из выпечки, но чтобы использовать что-то из летних фруктов. Предлагаю вам сделать сегодня пирог из слоеного теста. Тесто, которое всегда есть у всех в холодильнике, и использовать его очень быстро, очень удобно.
Если вдруг нагрянули гости или вдруг хочется что-то кофе, этот вариант всегда вам поможет. У меня здесь пачка слоеного теста и упаковочка маскарпоне сыра. То есть сегодня будет пирог из слоеного теста, сыром маскарпоне и с абрикосами или персиками. Посмотрим, что у меня есть в наличии, а может быть будет микс. Готовится очень быстро, очень просто и смотрится, как вам объяснить, шикарно и по-летнему. Так что давайте приготовим сегодня такой пирог. Я уверена, что вы сохраните этот рецепт, и он вам пригодится этим летом. Поехали! В общем, я поскребла по сусекам и раздобыла в своем холодильнике, сейчас покажу, немножко персиков, немножко абрикосов. В общем-то, из такого микса мы сделаем наш пирог, но вы можете использовать хоть абрикосы, хоть персики. Все будет хорошо и прекрасно, как вместе, так и по отдельности. Так, фрукты я промыла, и сейчас нужно их нарезать. Вытащить косточку, конечно же. Добавим для аромата немного тимьяна. И также добавим мед. Все перемешаем легко. Фрукты мы будем использовать свежие. Запекать мы их не будем, поэтому они останутся вот примерно в таком виде. Сейчас мы их отставим в сторонку, дадим время какое-то, чтобы абрикосы и нектарины и персики дали немножко сока. И перейдем к тесту. Формулу я буду использовать вот такую для тартов. Не буду ничего смазывать, чтобы пергамент ваш был пластичным и хорошо укладывался в формочку. Такой вот вам лайфхак. Обязательно смачивайте его просто. Как тряпку отжимаем и выкладываем. Все, и пергамент становится максимально послушным и податливым. Выкладываем тесто. Здесь в Турции слоеное тесто выглядит вот такими прямоугольниками, что не очень удобно, конечно, но других вариантов нет. Круглого теста нет, приходится их просто склеивать, но это не проблема. Если у вас есть в наличии в магазинах в продаже круглое тесто, это вообще идеально. Вы просто его выкладываете. Тесто мы будем выпекать пустым, поэтому нам надо сделать красивую формочку. Наш крем будет состоять лишь только из маскарпоне. И мы добавим сок из наших фруктов. По вкусу можно добавить еще сахар или какой-нибудь сироп, или мед, ванилин, ваниль. В общем, все, что вам нравится. Может быть, корица кому-то нравится, но для меня сейчас в это время года корица не актуальна, скажем так. То есть я ее больше люблю в осеннее время, в зимнее, а сейчас хочется чего-то более свежего, освежающего и яркого по вкусу. Я добавлю 1 пакетик ванильного сахара и добавлю сок с наших фруктов. Вымешиваем. Для того, чтобы разбить комочки в креме, я использовала вот такой ручной венчик. Миксер использовать здесь в данном случае нельзя, потому что он сделает ваш крем жидким. А вот такая консистенция вполне уместна. Можно перетереть через сито, можно разбивать руками венчиком. В общем-то, по вашему усмотрению. Сейчас я этот крем уберу в холодильник, я его попробовала. Он достаточно приятный, сливочный. Жирный, конечно же, потому что это маскарпоне, но в меру сладкий, потому что совсем немного меда. Крем я накрыла пленочкой в контакт, уберу сейчас в холодильник. И сервировать пирог уже буду вечером, к приходу, например, гостей. Не сразу, иначе все-таки пирог этот свежий. И
Прохладное тесто уместно, холодный крем уместен, холодные ягоды тоже уместны, это летний вариант. Поэтому сервируйте буквально перед подачей на стол этот пирог. Пришло время сервировать наш пирог. Вот эта основа готовая. Выкладываем ее на тарелку. Смаживаю ее каким-нибудь джемом. У меня джем из айвы. Если будет джем из персика, абрикоса, будет еще лучше. Можно смазать перед запеканием, чтобы она больше блестела и пропиталась сладким чем-то, каким-то вкусом. А мне нравится такой вариант, более свежий. Здесь, конечно, можно использовать любые фрукты, ягоды, клубника, малина. Если вы будете использовать клубнику, можете добавить мяту, когда вы будете ее соединять с медом. И смазывать уже клубничным, соответственно, джемом, каким-то красным. Айвовый джем очень красиво смотрится, конфитюр. Переливается на солнце янтарем. Ну что, далее мы выкладываем с вами потрясающий вкусный крем на основе маскарпоне. Ну и выкладываем наши фрукты. Я хочу сверху присыпать еще свежим тимьянчиком, маленькими листиками. Вот и наш красавчик пирог со свежими фруктами, кремом на маскарпоне и слоеном тесте. Нет ничего проще и нет ничего эффектнее на летнем столе. Смотрите, как он аппетитно выглядит, как он переливается на солнце. Мне уже хочется поскорее отрезать кусочек и насладиться этим невероятным пирогом. Приятного аппетита! Я что-то этой дядечке засиделась дома, снимала кучу рецептов, занималась какими-то делами. И поняла, что очень давно не была на винтажном базаре. Он у нас называется в районе Ностальжик. Базары. И решила сегодня, в воскресенье, съездить туда, посмотреть, погулять, повдохновляться, немножко поднять настроение. Ну, а вас возьму с собой туда, покажу. Поехали, жду автобус. Я на месте. Рынок огромный. Винтажный базар проходит по воскресеньям в нашем районе. Я думаю, что проведу тут пару-тройку часов минимум, пока весь обойдешь. Я очень люблю там гулять. Вот так он выглядит. Огромный крытый рынок. Всю неделю тут проходят разные виды торговли. Вот по воскресеньям продукты и винтажка. Называется этот рынок Салы-Базары. Здесь можно перекусить, готовят гюзлеме, чебуреки. Вот эта часть продуктовая получается, а вот эта левая часть вся с винтажкой. Это именно нам и интересно. Только я сюда зашла, у меня уже как будто лучше настроение. Не знаю, что во мне такого, что я так обожаю старину. Безумно обожаю винтажные базары, бложки. У меня просто какая-то вот энергия от этого всего. Трогаешь, смотришь. И вы знаете, азарт выискивать что-то такое, что-то особенное. Тут все особенное, но что-то именно твое и подешевле. И ты такая находишь это за 3 копейки и говоришь: посмотрите, что я урвала. Ни с чем не сравнимое ощущение. Ну вот вы видите, какой он огромный. Это один из самых больших рынков винтажа в Стамбуле. Есть еще один на европейской части, но вскоре его обещают закрыть, так как землю продали под застройку. Ну, а это трогать не будут, я думаю. Классный рынок, нравится он мне.
Тут всегда прохладно, потому что, вот вы видите, он под навесами бетонными. Зонтики вот здесь красивые с этой стороны, где продукты. А по пятницам здесь проходит базар. Я его называю секонд-хенд секонд-хендов. То есть тут навалены вот на этих столах огромные горы всего. И тебе нужно обязательно надеть маску, перчатки и просто приходить и ковыряться во всем этом. Но стоит это намного дешевле, чем сегодня. В этом и прикол. Ну все, давайте сейчас самое начало и начнем гулять.
В общем, я закончила с винтажным рынком. Как-то сегодня я по-скромному. Все прошла несколько раз. Ну, практически ничего не купила, то, что хотела. Не нашла просто. А то, что нужно было и могла купить, то либо дорого, либо очень тяжело. Мне еще ходить ногами сегодня. Вот. Но тут неподалеку есть одно классное место. Хочу вам сегодня его показать. Называется это пространство Газхане. Когда-то в прошлом веке это была, не знаю, какая-то фабрика, связанная с газом, в общем, что-то. Поэтому так называется Газхане. Но потом она была заброшена. В общем, индустриальное такое место. И они, муниципалитеты, довели его до ума, восстановили. И сейчас там место отдыха. Там проводятся разные мероприятия, концерты, мастер-классы, 2 кафешки, 3 даже кафешки. Очень приятно, очень симпатично. Театр есть. В общем, такое большое классное пространство, чтобы проводить время. В общем, туда я направляюсь. Я хочу перекусить там сейчас. Я голодала немного. Все это в Кадыкёе, конечно, находится, поэтому путь держим туда. Сегодня здесь очень пустынно, не знаю почему. Хотя сегодня воскресенье, может, ничего не проводится, но в любом случае тут обычно много людей гуляют. Вот так это выглядит, очень симпатично. Такой лофт-стиль. Я сейчас пойду перекушу, а потом вам все детальнее покажу. Пойду, наверное, съем какой-нибудь бургер, который я очень давно не ела. Как это есть? Чизбургер был вкусный. Потом я пошла, купила себе американо. Села буквально на травку. Разулась. Хочу немножко отдохнуть, побыть в тишине с криком чаек. И покажу сейчас, что купила. Из того, что купила, совсем чуть-чуть, но хоть что-то. Как красиво на травке все это смотрится. Вот это мой небольшой улов сегодняшний. Вот такая стеклянная бутылочка, в которую я буду наливать, я думаю, что яблочный уксус, скорее всего, потому что она именно для этого удобна, либо бальзамический уксус. В общем, что-то из кисленького. Цена вопроса после бурной торговли 100 лир. А вот это из оливкового дерева такая емкость для меда. Посмотрите, какая красота. Я давно хотела что-то подобное, не знала, в стекле взять или в дереве, но вот сегодня ее встретила и решила, что это она. Цена вопроса 200 лир. Не стала торговаться, потому что ручная работа, она стоит денег. Там очень много всякого красивого было у этого дяденьки, который деревяшки продавал.
Ну, я сегодня что-то жадная какая-то, не хочу ничего тратить много. Купила вот такую классную тарелку. Она, я думаю, что не сильно винтажная. Это фирма Мия. Она такая не дешевая в Стамбуле. И вот эта тарелочка мне обошлась тоже после бурной торговли 100 лир, по-моему, или 150. В общем, а так она лир 900 тысяч стоит в магазинах, наверное. А еще я урвала, даже не урвала, там очень много всяких украшений продается, бижутерии. Вот такое кольцо нежное. Вот такие винтажные серьги, классные, мне кажется. И вот такое очень необычное кольцо. Сейчас померю и покажу, как смотрится все это на ручке. Лот номер раз. Вот такое кольцо. Очень оно мне нравится, прям моя любовь. И по стилю, и по размеру крупное, самое оно для меня. Я люблю все крупное, я высокая. Девушка не маленькая, не миниатюрная, поэтому мне идут крупные украшения, бижутерия. В общем, я в полном восторге. Лот номер 2. Вот такое кольцо. Очень нежное, изысканное. Мне оно очень нравится. Ну и вот лот номер 3. Серьги. Очень мне нравится. Очень нравится состаренное вот это золото. Может, оно облезло просто. Мне кажется, что оно состаренное. И вот этот под камень материал. Я думаю, что это пластик. Но смотрится очень богато. Тоже крупный, который мне очень подходит. В общем, я довольна сегодняшним уловом. Скоро еще пойду. Какой большой розмарин. Очуметь. Чук-бук. А? Знаменитая. Мы с вами приготовим еще один десерт, который будет подаваться в порционных стаканчиках. Для этого нам понадобится рикотта, сыр с голубой плесенью, можно горгонзола, грецкие орешки, груши и яблоки. Можно использовать просто груши, можно просто яблоки, можно нектарины, персики, любые фрукты. И также я добавлю немного фундука. Поехали! Итак, в первую очередь нам нужно с вами подготовить наши фрукты, потому что мы их будем жарить на сковороде. Очищаем от шкурочки. Далее нарежем все брусочками, кубиками, достаточно крупными, не мелкими.
Прогреем нашу сковородку и добавим кусочек сливочного масла. Добавим стручок корицы и 2 звездочки аниса. Пока готовится груша, давайте сделаем крем рикотта. Я буду использовать всю банку. Сейчас в жаркую погоду лучше использовать все молочные продукты по максимуму. Я оставляю их в банках, потому что все быстро портится. Также сыр с голубой плесенью, либо горгонзола. Любой тип вашего сыра здесь подойдет. Тщательно вымешаем 2 вида сыра. Добавим немного воды. И дадим воде выпариться. Давайте измельчим орехи грецкие и немного фундука. Добавим орешки в наш крем и частично оставим их для украшения. Вымешаем. Я добавлю немного меда, чтобы подчеркнуть сладость фруктов. Также я хочу добавить цедру апельсина. Можно добавить цедру лимона, лайма, по желанию. Подавать десерт я буду вот в таких красивых бокалах. Фрукты готовы. Сейчас будем их с вами раскладывать в наши формочки. Также я добавила 1 маленький розовый персик для контраста и цвета. И теперь черед крема. Крем я буду выкладывать ложкой, но в принципе можно отсаживать кондитерским мешком, чтобы сделать какую-то форму. Я люблю, когда все более просто, натурально и без всяких завитушечек. Далее присыпем десерт орешками. И польем медом. Украшу маленькой веточкой нежного тимьяна лимонного. Верчусь у зеркала уже 15 минут. Пытаюсь понять, нравится мне или нет мой образ. Мы сегодня идем на вручение дипломов в школе у дочки. Она убежала уже, а мама еще все вертится у зеркала.
У меня такой немножко образ испанской штучки, что ли, Кармен. Ну, на самом деле нет, конечно, классические красные брюки, длинная черная рубашка, яркие сережки, белая сумочка, черные мокасинчики. Вроде классика, но в то же время ярко за счет красных акцентов. Помада тоже сегодня красная. Очень редко ее выбираю, но иногда можно. Как вам мой образ? Поделитесь. Мне кажется, ничего, пойдет. Okul müdürümüz Fatih Mehmet Doğrutekin'in açılış konuşması. Gönüllerimizin bir tanesi Gülay Özgür'ü alkışlarla sahneye davet edebilir miyim? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senin derlerse de o yar benim derlerse Это одно из наших любимых мест на маленьких стульчиках. Обожаю его. Вот такое меню. И подают всегда вот такой рис и птица в разных соусах. Здесь карри и мангал. Сейчас нам принесут айран. И вот такие перчики всегда. Я очень люблю это место. Оно очень популярное среди местных. Так, Çok güzel. Ay zaговорил. Çok teşekkürler. Rica ederim. Айран подъехал. Чин-чин. Шерифе. Почему шерифа? Вот турки-то говорят. Боже, я каждый раз думаю шерифа.